Всем привет, друзья! Наконец-то подошла очередь рассказать историю любимца публики Леона Кеннеди из вселенной Resident Evil. Интро и начинаем! It's up to us to take out Umbrella. Леон Скотт Кеннеди. На текущий момент федеральный агент отдела обеспечения безопасности и без сомнений является самым ценным сотрудником. Он обладает очень сильным чувством справедливости и долга. У него спокойный и рациональный характер, хотя некоторые могут принимать это за безразличие, хотя это в корне не так. Он перехватывает инициативу во всех заданиях, к которым подходит очень серьезно. Впрочем, иногда проявляется свойственный ему сарказм. Несмотря на отсутствие опыта в той или иной ситуации, все равно всегда готов и не боится действовать. Обладает уникальными навыками выживания, не теряется и умеет действовать в критических и тяжелых ситуациях, ровно так же, как и не теряет чувство юмора. Когда Леон был маленький, он разом потерял всю семью, которая стала жертвой преступления, а самого его спас полицейский. Именно по этой причине Леон решил податься в полицию и спасти даже в одиночку как можно больше людей. Он с отличием закончил полицейскую академию в возрасте 21 года. До него доходила информация о неких убийствах, которые происходили в районе Ракун-Сити. Он заинтересовался этим и сам вызвался работать там, благо его туда и назначили. Не курит, хотя на протяжении второй части носит с собой зажигалку, которая является своего рода напоминанием об отце, и она всегда при нем. Хоть она и недорогая сама по себе, но с помощью нее он ощущает присутствие отца, и это придает ему сил. Его любимый фильм – «Французский связной», по крайней мере, на момент события второй части. Перед отъездом в Ракун Леон сильно поссорился со своей девушкой и в итоге расстался, но так или иначе выдвинулся в город на своей машине. Проехав определенный путь, он остановился в мотеле, где сильно напился, как по причине разрыва с девушкой, так и вдобавок еще из-за того, что он уезжает из места, к которому он привык, там, где остались все его друзья. Как говорит сам Леон, в основном он предпочитает бренди и дорогого спиртного не пьет. Он очнулся после обеда и понимал, что теперь он точно опоздает. Он пытался связаться с отделением полиции, но ответа не было. Так или иначе, он решил продолжить движение и, как он предполагал, окажется в городе где-то ночью. Мог ли он подумать тогда, что это опоздание спасет ему жизнь? Форма Леона, кстати, отличается от всех остальных полицейских, по той причине, что Леон был назначен в новый элитный отряд СВАТ, того же участка, но уже после расформирования Старс. Но весь этот отряд погиб до прибытия Леона, а саму форму Леон переоделся еще в мотеле. По изначальной задумке Леон должен был приехать в город в гражданке и переодеться уже в участке. Хоть и со стороны в этом не было никакого смысла, однако разрабам хотелось показать его решимость защищать город и его граждан, а также принципы Леона. Но этот момент вырезали из-за проблем с графикой. Но как мы уже знаем, это реализует в ремейке. Как и ожидал Леон, прибыл в город ночью. На этот момент город уже пал под волнами зомби, и его окружили военные, дабы не дать зараженным разрастись дальше. Но на одном из бокс-постов они не смогли сдержать их, и защитникам пришлось отступить. Именно в этот момент Леон и проскочил в город, как и его будущая напарница. Оказавшись в самом городе, Леона смутила тишина. Его заставило остановиться тело, которое лежало посреди дороги. При его осмотре на героя напали еще несколько людей с ранами, явно несовместимыми с жизнью. На слова они не реагировали, и Леон был вынужден открыть огонь. Должного эффекта стрельба по телу не приносила, и Леон начал отступать в переулок, где встретился и спас девушку по имени Клэр Редфилд. И вместе они решили двинуться в более безопасное место, как они тогда думали, полицейский участок. Клэр оказалась не местная и прибыла в город, чтобы найти своего брата Криса, который как раз таки работал в том же участке в отряде Старс. Леон в будущем признает, что Клэр не в меру активная и на нее можно положиться, и даже подметил, что тому, кто будет с ней встречаться, придется нелегко. Но без происшествий добраться не удалось. Леону начал мешать вести машину зомби, который пришел в себя на заднем сиденье, и герои попали в аварию.
Да и вдобавок в них въехал бензовоз, и произошел взрыв, который разделил героев по разные стороны автомобиля. Так или иначе, каждый на своих двоих добирается до участка. По пути Леон в оружейном магазине встречает хозяина, но не успевает он толком узнать, что здесь произошло, как зомби врывается в магазин и заживо съедает данного человека. В участке Леон отдает Клэр дневник брата, который он нашел в офисе Старс. Стало известно, что он не стал ходячим трупом, а также, что в городе его уже нет. Герой решает выбираться из зомби-ленда любой ценой. По пути Леон встретил укушенного зомби-полицейского по имени Марвин. Тот посвятил его о том, что здесь произошло. А именно, о том, что в лесу происходили убийства, и на расследование был отправлен поочередно отряд Старс. Сначала группа Браво, а потом и Альфа. Однако вернулась лишь малая часть, и те сразу начали наезжать на начальника и обвинять Амбрео в том, что она является причиной того, что они увидели там. А именно, зомби, других видов БО, всяких экспериментов над людьми и создания вируса. Но им никто не поверил. Однако в скором времени все эти люди поняли, что ошибались. Также от Леона ускользнула маленькая девочка, которую позже встретит и будет оберегать Клэр. Нашему герою время от времени приходили мысли в голову просто покончить с собой и завершить этот кошмар. Но что-то придавало ему сил бороться. Чуть позже Леон встретит ту самую, которой он проникнется и которая надолго займет место в его сердце. Ада Вонг. Она приехала, чтобы найти своего парня Джона, и время от времени будет продвигаться то вместе с Леоном, то порознь. По улицам города уходить слишком опасно, и герой решает валить через канализацию. Герои спустились вниз на подъемнике и увидели женскую фигуру в халате, которая бросилась в бегство. Ада сразу же ринулась вдогонку. Леона с его подготовкой в полицейской академии удивила такая решительность и быстрота действий. Можно сказать, что скорость была на уровне рефлексов, словно давно отработанная привычка. Леон же успел заметить, что-то блеснуло в руке женщины. Он понял, что это был пистолет. Его смутило, что эта докторша даже за тот короткий промежуток времени, что видела их, должна была уже понять, что они не зомби. Однако все равно потянула за стволом. Он сделал вывод, что по какой-то причине она считала их врагами. Леон не ошибся, и женщина открыла огонь по Аде, и наш герой прыгнул, закрывая ее своим телом. В отличие от двух пропущенных выстрелов, последний, несомненно, предназначался именно для Ады. И если бы он достиг своей цели, то она получила бы смертельное ранение в сердце или легкое. Леон сразу потерял сознание от болевого шока, но благо пуля не задела жизненно важные органы и прошла на вылет между лопаткой и ключицей. Признаков повреждения костей тоже не было. Однако, придя в себя, Леон обнаружил себя в полном одиночестве. Через некоторое время он нашел Аду, и та сделала ему перевязку. Герой продолжает продвигаться дальше и спускается в лабораторию, где на них нападет Биркин и нанесет ранение Аде. Леон же дает ему бой и успешно выигрывает. Аду он относит во временно безопасное место. Также она признается ему, что привязалась и не хочет его терять. Далее Леон снова встречает ту докторшу и узнает о причинах, из-за которого начался весь этот кошмар. Та самая женщина, которая пыталась убить Аду, исследователь Амбреллы Аннет Биркин, жена Уильяма, того самого монстра, с которым Леону уже приходилось вступать в бой. Если кратко, Амбрелла решила забрать его исследование силой, и в результате Уильям был смертельно ранен и ввел себе образец вируса G. После мутировал, догнал и разобрался с обидчиками, а колбы с вирусом Т сожрали крысы и растащили по всему городу. Более подробная история вируса G и Уильяма ищи на канале. От нее Леон также узнал, что Ада не так, кем себя выдает, и ее парень был лишь прикрытием. Ее целью было найти образцы G-вируса, а сама она шпионка, которая работает на конкурирующую организацию с Амбреллой. Когда герои добрались до лаборатории, в определенное время Леона зажал в угол тиран Т-103, который был сброшен на полицейский участок, дабы также добыть образцы G-вируса, и с которым Леон уже вступал в бой ранее. Нашему герою на помощь пришла Ада, но победа оказалась сомнительная, так как та сама получила серьезное ранение. Она подарила Леону поцелуй и потеряла сознание. Хотя сам Леон подумал, что она погибла. Осмотреть ее времени не было, так как взвыла сирена, и Леон, подгоняемый этим звуком, ринулся выбираться, предварительно выкинув G-вирус вниз. По пути с ним связалась Клэр и попросила, чтобы он забрал Шерри Биркин, ту самую маленькую девочку, которую Леон видел ранее. Так как Клэр оставила ее в безопасном месте по той причине, что сама она была без сознания, так к тому же в нее еще отложил эмбрион ее мутировавший отец. Леон успешно доставил Шерри на поезд, который осталось лишь запустить. Очередной бой с Биркином дался Леону очень тяжело. Мало того, что в подавленном состоянии он находился от смерти Ады, так еще же у него по новой открылось кровотечение от выстрела Аннет, когда тот попался под атаку Биркина.
Во время побега с полицейского участка Леон безумно измучил свое тело до состояния выжатого лимона. Несколько ребер сломано, а в левой лопатке после получения пули наверняка появилась трещина. Все тело было покрыто следами от ударов и порезов, и обычно в подобной ситуации однозначно необходим покой. Истощенный организм кричал, что от еще большего перенапряжения он просто развалится на части. Он в очередной раз задал себе вопрос: а ради чего ты вообще борешься? Может, просто сдаться всем этим тварям? Да и мучиться придется один миг. Да и все равно самое ценное уже утеряно навеки. Но каждый раз, когда Леон испытывал соблазн смириться с этим и погибнуть, в его голове всплывал образ Ады. Женщина, что заполнила пустоту его души и подгоняла его: выживи. И Леон принял решение. Но на этом не все. Леон уже упорно не хотел живым отпускать Тиран, который на этот раз был без ограничителя. Но знакомый женский силуэт решил уравнять шансы в этом сражении. И благодаря ракетной установке Леон уничтожил Тирана и отправился на поезд, на который он ранее доставил Шерри. Клэр успела заскочить на ходу, и более того, у нее был антиген для Шерри, который успешно подействовал. Леон понял, что в тот момент ракетную установку скинул ему именно Ада. Но он не знал, смогла ли она выбраться из города. Размышление прервала сирена, которая означала, что поезд решил взорваться, так как на нем находится БОО. Это все тот же Уильям, который мутировал теперь вообще до неузнаваемости. Героям удалось остановить поезд и добраться до выхода на своих двоих. И хоть весь этот кошмар остался позади, Леон не один раз будет вспоминать его, а также жалеть, что не смог спасти больше людей. Ведь именно в этот самый единственный день в роли полицейского и оставит на нем глубокие шрамы. И он практически никому не будет рассказывать об этом инциденте, за редким исключением. Существует миф касательно цвета волос Леона в оригинальной части второго реза. Мол, он там был рыжий, но нет. На самом деле у него каштановый цвет волос. А причиной этого является, скорее всего, недостаточно идеальный CGI ролики, где оттенки цвета могли немного разниться. Поэтому лучше всего обращать внимание на официальный арт с героем. Едем дальше. Клэр решила отправиться искать своего брата дальше, а Шерри же осталась с Леоном. Через время их подобрали военные, Шерри увезли под охрану и изучали остатки G-вируса. Леона же насильно завербовали в сверхсекретную военную программу, направленную на ликвидацию торговцев биологического оружия, так как Леон слишком много видел и знал об БОО, и его опыт был необходим. Да и события, произошедшие в Ракун-Сити, навсегда выработали в нем ненависть к биотерроризму и всем тем, кто этим занимается. Леон в скором времени станет близким другу Адаму Бенфорду, и они начнут вместе сражаться за общее дело. Адам на этот момент был высокопоставленным чиновником, но уже тогда он обратил внимание на Леона. Вместе они старались очистить мир от биотерроризма и не допустить повторения Ракун-Сити. В будущем он станет президентом страны, и Леон будет отчитываться лично перед ним, а также считаться самым ценным агентом. Многие чиновники даже будут пытаться выяснить что-то у Леона про те события, но он не преклонен. А только лишь президенту он поведал, что не покончил с собой только из-за Клэр и Шерри, которые нуждались в нем. На сам же город Ракун в скором времени сбросили термобарическую бомбу, и он до сих пор отцеплен от остального мира. Ответственным за его уничтожение был высокопоставленный чиновник Дерек Симмонс, а сами подробности инцидента были скрыты. После всех этих событий весь мир накрыл тенью биотерроризма. Стремление США сохранить лицо только обострило конфликт на почве идеологии. Желающие завладеть силой, которая когда-то была у Umbrella, разжигали беспорядки по всей стране и пользовались ситуацией в своих интересах. Леон осуждал действия правительства по уничтожению города, так как понимал, что хоть зараженных было много, но там были еще и живые люди, которые могли спастись. У Леона был друг, частный детектив по имени Арк Томпсон. Он занимался расследованием по делам Umbrella и был отправлен на остров Шина по просьбе Леона, дабы разобраться в происходящем, так как была информация, что Umbrella проводила там незаконные исследования. В этом видео вдаваться в подробности не буду, но скажу лишь, что миссия была выполнена. По раннему канону Леон, кстати, должен был присоединиться к анти-Амбрелле, и во время события Код Вероника есть момент, где Клэр отправляет по почте письмо Леону, но тот сам приехать не мог, потому что находился на задании, которое описано в Resident Evil Gaiden. Поэтому тот связался с Крисом, и вместо него на помощь примчался именно Редфилд. В 2002 году Леон был отправлен на выполнение операции под названием «Хавьер» в небольшой южноамериканской стране. Хавьер – это наркобарон картеля «Священные змеи», который контролирует большую часть территории. До правительства США дошла информация, что на этих территориях начали происходить странные инциденты. Леону в компаньоны был назначен опытный военный Джек Краузер, так как неизвестно, какой оборот могла принять ситуация.
После объединения герои должны были встретиться в деревне с проводником. Но вдобавок еще столкнулись с жителями деревни, которые обратились в зомби. А чуть позже встретили девушку Мануэлу, которая, как оказалось, была дочерью Хавьера и была заражена вирусом Т-Вероника. Правда, рассказала она это не сразу, да и значимую часть они услышали из уст самого Идальго. Мануэла была больна тяжелой болезнью, такой же, как ее мать. Идальго пытался вылечить жену с помощью вируса Т, но она в итоге мутировала. Он перестал доверять Амбрелле после этого, но через время и у дочери проявилась такая же болезнь. Он все же использовал вирус Т-Вероника, но возможности поместить в Криосон ее не было. Поэтому Идальго начал похищать девушек и пересаживать своей дочери их органы, чтобы предотвратить ее мутацию. Узнав об этом, она сбежала, а Хавьер же намеренно распространил вирус Т по деревне, предварительно затопив ее. В конце концов, Хавьер объединил себя с растением, зараженным Т-Вероникой. Это растение появилось на свет как побочный продукт реанимации Мануэлы. Рассеивая споры, растение Вероника может превращать близлежащую растительность в часть себя. И только за 2 суток она может захватить до 60% Амазонки. И герои дали ему финальный бой, в котором им помогла его же дочь, использовав свою силу. В качестве побочного эффекта от заражения Т-Вероники кровь Мануэлы стала легко воспламеняющейся. Девушка использовала свою кровь в качестве оружия, чтобы помочь Леону и Краузере в битве против этого растения. Но Леон беспокоился, что она потеряет слишком много крови и умрет. Позже Хавьер попросил Леона убить его, чтобы его любимая дочь больше не страдала. В конце концов, Мануэла была передана в руки правительства, и каких-либо изменений в ней замечено не было. С Краузером Леон же разошелся на неплохой ноте, как он думал. Но через некоторое время до Леони дошли слухи, что его бывший напарник погиб. В 2004 году происходит кража дочери президента, пока она возвращалась домой со школы. США быстро скрыли факт похищения и начали расследование. Точного подозреваемого установить было невозможно, но были догадки, что это сделал кто-то из своих. Спустя время след указал на испанскую деревушку, куда и направили Леона. Его специально отправили одного, за исключением местных сопровождающих, чтобы не поднимать большую шумиху, ведь в ином же случае нужно было отправлять целый отряд. Леон же в свое время еще больше доказал, что является надежным человеком в правительстве, и на него подозрения не падали. Да и к тому же его и так собирались назначить телохранителем для Эшли. Леон сомневался, что дочь президента будет держать именно где-то здесь. И как он думал, что после опроса людей выяснится, что он зря сюда притащился. Леон попытался контактировать с одним из встреченных жителей, но тот по какой-то причине начал проявлять агрессию и не реагировал на слова. Поэтому Леону, как старый добрый, пришлось пустить силу в ход. Полицейский, который сопровождает Леона, убивает, а также лишает Леона пути к отступлению. Для данной операции ему впервые была назначена помощница в виде Ингрид Ханниган, оперативный координатор, которая должна была помогать ему удаленно и быть своего рода направляющим голосом, и в будущем Леон будет очень доверять ей, а также проникнется симпатией к ней, опять-таки за то, что она умеет хладнокровно передавать обстановку, не выдавая происходящее за ее спиной. Продвигаясь дальше, Леон убеждается, что это далеко не единичный случай проявления агрессии в его сторону. Но при этом жители не похожи на зомби и ведут себя как обычные люди, хотя сам Леон испытывал сильное чувство дежавю. Он поначалу не пытался убивать жителей, а хотел лишь задержать или же отпугнуть их, но также замечал, что даже после выстрела в плечо этот же человек продолжает на него наступать, хотя в принципе из-за боли и смог бы это сделать с той же уверенностью. Леон был обучен, что в критический момент моментально устранить террориста, если есть угроза, что в случае промедления жертв будет еще больше. И только тогда, когда Леон понял, что в глазах у этих жителей нет ничего разумного, а самими ими движет только желание убить чужака, целеустремленно начал стрелять в голову. Леон находит связанного человека по имени Уэс, но не успевает у него узнать хоть какую-то информацию, так как их оглушает староста деревни Биторис Мендес. Герои приходят в себя связанные, и в ходе диалога Луис представляется как бывший коп и находит общий язык с Леоном, а также дает зацепку, что Эшли может держать в церкви. Выбравшись из заточения, Луис сбегает, а Леон продолжает путь дальше. По пути, Леони, понимая, что в деревне заправляет некий культ Лос Иллюминадес, а также пересекается вновь со старейшиной, который не убивает Леона при возможности, а также говорит что-то про кровь. Но Леон пока не понимает смысл его слов. Он бросается вдогонку, но староста ожидал этого, и в итоге нашего героя спасает некая женская фигура в красном. Появление этой таинственной фигуры взбудоражило воспоминания об Аде Вонг, но наш герой подавил это чувство и двинулся дальше.
Вскоре Леон добирается до озера, где наблюдает картину, как двое из жителей скидывают в воду одного из сопровождающих его полицейских, и через некоторое время его целиком проглатывает огромная саламандра. Леон, понимая, что ему больше ничего не остается, с опаской начинает пересекать озеро. Но Далилага не хочет просто так его отпускать. Да и к тому же катер зацепился крюком за недруга, и Леон поскакал следом. Не видя другого выхода, Леону так или иначе пришлось загарпунить данное существо, и при этом все равно едва чуть не погибнув. Оказавшись на берегу, Леон теряет сознание, а после ловит галюны, в которых он сам обращается в неизвестное ему существо. Но очнувшись и вздохнув с облегчением, двинулся дальше. Также Леон заметил изменения в жителях. Ведь при определенном уроне, и не только, из головы вылазил паразит с чем-то похожим на щупальца, на которых было лезвие. Именно это и был тот самый паразит, который управлял телом, и именно такой же находился внутри Леона, но он пока об этом не знает. В подробности лезть не буду, чтобы и так не раздувать длинный ролик, но ролик про Лас-Плагас будет сделан когда-нибудь позже. Преодолевая трудности разного калибра, а также уничтожая местную фауну, включая Эль-Гиганта, Леон добирается до Эшли. Та поначалу начинает брыкаться и не доверяет Леону, но, услышав об отце, меняется на глазах. На выходе героев ожидает лидер культа Озмонд Седлер, который любезно просвещает, что внутри героев также находятся паразиты Лас-Плагас, который пока еще в спящем состоянии. Но Леон уже так или иначе сталкивался с галлюцинациями, связанными с ним. Леон понимает, что его заразили, когда он был без сознания. Именно этим паразитом и были заражены все жители деревни, который со временем теряет рассудок и превращается в раба, который выполняет приказы Седлера. Озмонд планировал внедрить паразита в Эшли с целью взять ее под контроль, а после вернуть обратно в США, где, возможно, дочь заразила бы отца, а Седлер смог контролировать целую страну для начала. Если паразит Лас-Плагас начнет размножаться в полную силу и распространяться по всему миру, то у человечества уже не будет шанса противостоять ему. Наш герой прекрасно это понимал. Леон и Эшли благополучно сбегает, но до спасательного вертолета не успевает добраться, так как его сбивает. Леон сразу же догадался, что информацию кто-то продолжает сливать. Перед Эшли Леон держался уверенно, хоть и сам понимал, что вероятность того, что они выберутся, крайне мала. В определенное время героев начинает зажимать со всех сторон, и они вынуждены укрыться в доме, в котором уже находился Луис. И вместе они смогли дать довольно-таки сильный отпор, и жители отступили. Леон твердо показал свою решимость, что собирается выбраться и спасти Эшли любой ценой. Луис же не хочет составлять компанию и просто уходит, сказав, что что-то забыл. Через время Леон опять напрямую сталкивается со старейшиной деревни, и в этот раз ему удается усмирить его, забрав его глаз, который является своего рода неким ключом от двери, который приведет героев в замок, где они опять встречают Луиса, который хотел передать Леону некие таблетки, которые замедляют рост паразита, но потерял, пока сбегал от противников. Леон уже и сам понял, что Луис ему не все договорил о себе, ведь по какой-то причине его пытаются поймать. Луис был ведущим исследователем Лас-Плагас после того, как внедрился в культ, но решил слиться после того, как узнал, что Седлер хочет использовать паразитов для вредоносных целей. На встречу героям выходит владелец замка Рамон Салазар, который также тешит себя желанием забрать Эшли. Сама же она также не раз будет попадаться либо в ловушку, либо просто кто-то будет ее утаскивать от Леона на значительный промежуток времени. Сам же Леон, продвигаясь по замку, заглянул в преисподнюю и встретился лицом к лицу опять-таки с необъяснимыми ужасами. А также чистоту, на которой Леон выходил на связь с Ханниган, перехватили, и теперь в дальнейшем настроение Леона будет портить именно сам Салазар, а также позже сам Седлер. Но помимо их, Леон неожиданно для себя встречает Аду Вон. Нет, до него доходили слухи о некой шпионке, которая работает на Вескера, и по описанию она сильно походила на Аду. В свои юные года Леону немного проблематично было общаться с женщинами, но теперь же он имел большой опыт общения с ними. Однако, при виде Ады, он все равно впадает в замешательство. Его с самого момента прибытия в деревню не покидало чувство, что за ним кто-то наблюдает. И вспомнив тот момент, когда она спасла его, он понял, что оказался прав. В момент ее потери в раковине у Леона образовалась огромная дыра от осознания, что ее уже не вернуть. Как ни крути, он все равно не мог поверить своим глазам, пока она не сняла очки. В то, что он встретил именно ту, которая спасла его и пожертвовала собой. Леон снова ненадолго обрел часть себя, и чувства волной накрыли его. Даже все мысли о задании, о Эшли ушли на второй план. Но спустя короткое время Ада вновь отдалилась от него, а Леон же снова смог сосредоточиться на выполнении задания. Касательно их отношений на канале есть отдельный ролик, в котором собрана официальная информация, а не мое мнение или анализ, как многие почему-то думают.
Далее агенту США пришлось лицезреть смерть Луиса, которого убил сам Седлер, для того, чтобы вернуть себе образец доминантной плаги. Но Леон при всем желании уже ничем не мог помочь ему. Леон в очередной раз добирается до Эшли, но Рамон опять разделяет героев, скинув агента вниз. Однако Леон спасается, и Салазар, недовольный таким исходом событий, отправляет Вердуга, чтобы тот уже наверняка прикончил героя. Но Леон не пальцем делан и с помощью азота уничтожает противника. Спустя еще долгий промежуток времени, Леня таки добирается до изрядно уже надоевшего Салазара и узнает, что Эшли уже была отправлена на остров, а сам коротишка также мутирует, надеясь, что он также сможет больше предъявить Леону. Но и тут он ошибся. В одиночестве нашему герою не пришлось добираться до точки назначения. Ада любезно составил ему компанию и подкинул его до острова, и, как обычно не роняя много слов, оставил его одного. Здесь Леон встречает уже с более серьезной охраной, которая опять-таки более хорошо экипирована. Но несмотря на все это, герой прокладывает себе путь до Эшли, и в скором времени снова ее теряет. Но на этот раз ее забирает сам Садлер, оказывая воздействие на паразита, который сидит внутри них. И наш герой снова остается в одиночестве, хоть и успевает подкинуть жучок на Эшли. Но один он остается недолго. Почти сразу Леона пытается прикончить фигура, внезапно сиганувшая на него сверху. И недолго думая, Леон узнает в нем Джека Краузера. Леон понимает, что Джек в свое время специально сымитировал свою смерть. Начинается очень напряженный бой, во время которого становится ясно, что именно он и похитил Эшли, а также немного проговорился про Амбреллу. Леон победителем не выходит, и его спасает Ада. А сам же Краузер сваливает, угрожая Леону и демонстрируя нечеловеческие способности, так как позже выяснится, он тоже ввел себе доминирующий образец плаги. Леон снова пытается вывести Аду на диалог, но та его уверенно игнорит. Жучок оказывается успешно найден и выброшен, чтобы Леон специально столкнулся с еще более смертоносным созданием. А после же наш герой снова встретился со своим бывшим напарником, который явно был настроен на то, чтобы с данного боя победителем вышел только один. Первоклассный агент и бывший напарник предстал перед Леоном в качестве врага. Для нашего героя данные условия были хуже, чем нападение толпы чудовищ. Краузер пытался всячески производить неожиданные атаки, а также использовать созданные ими ловушки, и в конце концов вовсе решил дать себе 100 очков вперед и превратил свою руку в огромное лезвие. Но Леон, как нетрудно догадаться, победил Джека. Не сказать, что он был доволен этой победой, но тем не менее он остался жив и продолжил выполнять свою миссию. Далее Леон столкнулся с довольно-таки сильным аванпостом, который в одиночку вряд ли бы смог преодолеть. И как по желанию, прибыл вертолет, направленный Ханнигаем, пилотируемым неким Майком. И благодаря его огневой поддержке Леон смог значительно продвинуться. Но сам же Майк был взорван по приказу Седлера. Леону, кстати, Луис успел передать некие пилюли, которые замедляют рост паразита. И они пришлись очень кстати, так как в определенный момент Леон потерял над собой контроль и начал душить Аду. Леон в очередной раз находит Эшли, а его отступление прикрывает Ада. А после, по наводке Луиса, они находят аппарат, с помощью которого удаляет паразита внутри них. Однако Аду схватил Седлер, и Леон опять-таки вынужден дает ему бой, в оконцовке которого Ада, как старый добрый, скидывает ему ракетницу, из которого лидер культа и был повержен. Однако забрать образец доминантной плаги у Леона не выходит, и Ада, который преследует свои цели, угрожая Леону, забирает его, а после улетает на вертолете, не забыв дать Леону ключи от своего альтернативного спасения, так как остров вот-вот взорвется, и герой успешно выбирается с этого кошмара. Леон второй раз пережил ад. Его тело подверглось серьезному истощению. Он чувствовал себя сумасшедшим из-за невероятности событий и необходимости справляться с ними. Те, кто выжили, запомнят это до конца своих дней. Однако восходящее утреннее солнце, которое он видел здесь, совсем не напоминало ему то, что он наблюдал над окрестностями города Раккум. Тогда, в прошлом. Или он почувствовал надежду. Тьма последних 6 лет наконец-то отступила, и он почувствовал, как пустота в его сердце заполняется. Леону казалось, что он возродился как человек. С возвращением этой части, которой ему так не хватало, он испытал новое чувство. Мир возродился. Все 5 чувств снова вернулись к Леону, а сильная усталость, боль от синяков и ран остались в прошлом. Ада украла образец плаги, да. И эта плага способна поразить нового Седлера. Однако Леон этим не был разочарован. Он чувствовал, что вероятность этого крайне мала. Он всем сердцем верил, что мотивы Ады отличаются от цели Вескера. Расстояние между Леоном и Адой увеличивалось. Даже с похожими сердцами их жизнь будет развиваться параллельно друг другу в будущем. В этом же году, после паники в Террагриге, угроза биотерроризма возросла.
Бывших исследователей Umbrella подозревали в продаже биологического оружия на черном рынке, что требовало все более и более радикальных контрмер. Правительство США заключило соглашение с компанией Viopharma о массовом производстве Т-вакцины, которая могла бы снизить эффективность ведущего вирусного оружия Umbrella. В августе 2005 года солдаты, верные генералу Гранде, заразились Т-вирусом и вызвали вспышку в Индии, которая была остановлена благодаря корпорации Viopharma. Леона назначает на новое задание в аэропорту Гарвардвилля, в котором успешно припарковался гражданский самолет, а также точно было известно о применении Т-вируса. Собственно, по этой причине был выбран именно Леон, так как у него уже был опыт по борьбе с зомби. Леон отказался от целой группы отряда, аргументируя это тем, что высока вероятность того, что тогда придется сражаться с бывшими товарищами. А в помощь себе он взял 2 членов специальной группы реагирования – Анжелу и Грега, заранее проинструктировав стрелять в голову зомби. Однако до Грега дошло не сразу, и в итоге чуть не стоило ему жизни. Бродя по аэропорту, Леон встретил старую знакомую Клэр, и он вместе со своей группой помогает ей и другим выжившим спастись из аэропорта. Однако во время побега Грег оказывается укушен зомби, и понимая, что вряд ли получится спастись, остается внутри и в итоге обращается в зомби, чем в будущем дико будет недовольна Анжела, ведь в скором времени объявится Фредерик Даунинг, а также прибывают грузовики с Viopharma. Даунинг доводит информацию, которая подтверждает Леон, о том, что существует вакцина от Т-вируса, и те солдаты, которые отправились зачищать аэропорт, вакцинированы именно ей. Клэр, кстати, теперь член ТРСА. Это некоммерческая организация, в полномочия которой входит предотвращение актов биотерроризма и оказание всяческой помощи пострадавшим в результате терактов. Именно эта организация и душила Viopharma, по словам Дерека. Клэр понимает, что воевала не в ту сторону, ведь у Viopharma благородные намерения. Внезапно грузовики с вакциной взрываются. Группа быстро приходит к выводу, что это может быть еще одной биотеррористической атакой. Леон также получил информацию от Ханнинган, что Федеральное бюро расследований арестовало генерала Гранда в Лос-Анджелесе и задерживает его для допроса. Вскоре он получил сообщение о том, что по всей территории Соединенных Штатов будет проведена крупная атака с применением биологического оружия, если правительство откажется раскрывать свое участие в создании вируса. Клэр и Фредерик отправляются в Viopharma, чтобы проверить исходные данные о вакцине, а Леон и Анжела в дом ее брата Кертиса Миллера, которого Клэр видела в аэропорту, так как они сделали еще вывод, что он может быть причастен к этому, но по прибытию обнаруживает, что дом его в огне. Леону поступает звонок от Клэр, с которого он узнает, что у Viopharma имеются образцы G-вируса, а позже происходит взрыв. Герой, недолго думая, отправляется туда. Благо, с Клэр все практически в порядке, и она отправляется в центральную диспетчерскую. В здании Клэр ранее уже успела заметить Кертиса, который оказывается инфицирован G-вирусом и мутирует. Ему не составляет труда раскидать всех солдат, и сам он начинает преследовать Анжелу с целью размножения. Препятствовать в этом ему будет, как нетрудно догадаться, Леон, и худо-бедно все заканчивается в сторону наших героев. Клэр замечает, что все это было записано и отправлено третьему лицу, и решает обвинить во всем Рона Дэвиса, но позже понимая, что скорее всего Фредерик сымитировал свою смерть. Вдобавок, Ханниган сообщает, что генерал Гранде наконец уступил на допросе ФБР и сказал, что он был всего лишь, так скажем, курьером для вывоза вирусов как G, так и Т из страны. Троица поехали на предполагаемое место сделки и обнаружили там Даунинга. Впоследствии он был арестован и признался в том, что когда-то был сотрудником Umbrella и украл образец G-вируса и сменил имя во время побега из города Ракон. А вспышка в Индии была спланирована как средство рекламы как Т-вируса, так и вакцины от него. После же недолгой беседы с Клэр, в которой оба соглашаются и надеются, что когда они встретятся в следующий раз, вокруг будет немного спокойнее, Леон улетает. В 2006 году в Питтсбурге в Музее искусств Карнеги произошел взрыв, но официально его закрыли из-за прорыва газовой трубы. На расследование был отправлен Леон, так как он уже сталкивался с бомбой такого типа. Да и к тому же некоторые преступники с того дела были еще на свободе. Касательно данной ситуации, Леон решил, что это сделал кто-то из местных. Ему предоставляют личные дела, и в них он видит знакомое лицо. Ему сообщают, что это новенький, и в день взрыва он работал первый день. Леон с временным напарником отправляется к нему с визитом. Дома его не обнаруживает, зато находит в морозильнике труп человека. Подозреваемый недолго остается в тени, и за ним начинается погоня. Однако ему удается ускользнуть, при этом ранив детектива. Леон решает лучше осмотреться и выясняет, что Макс Шторм – это украденная личность того человека, которого они нашли в морозилке, а настоящее имя виновника – Фрэнк Райт. Леон по найденным зацепкам решает отправиться в парк, так как Фрэнк по какой-то причине 4 дня назад там побывал. Как вдруг из рации раздается сигнал о помощи с намеком на фильм ужасов.
Леон прибывает и действительно обнаруживает зомби, и благодаря ему некоторым удается спастись в невредимости. Леон выяснил, кто был в тот день на работе, а сегодня не оказался на службе, и отправил к ним полицейских, а сам отправился в парк. В общественном центре также произошел взрыв, в результате которого также появились зараженные. Из убежища убийцы еще в тот день удалось забрать ноутбук Фрэнка, и наконец-то его разблокировали. В нем были указаны места, в которых уже произошел теракт, а также Леон делал догадку, что следующим местом может быть парк. Также нашли статью с заголовком «Перенаселение». Догадка оказалась верна, и даже удалось обнаружить бомбу. Но чем кончилась данная история, пока неизвестно, так как не вышли еще 2 выпуска. Едем дальше. Вскоре после инцидента в Питтсбурге Белый дом был приведен в состояние боевой готовности после того, как неизвестный взломал секретные компьютерные файлы. Впоследствии было начато расследование этого инцидента под наблюдением президента Грэма, его начальника штаба Райана и министра обороны Уилсона. Все лица, находившиеся в Белом доме в день взлома, попали под подозрение, и разбираться в этом всем были отправлены 4 специальных отобранных федеральных агента – Патрик, Джейсон, Шен Мэй и Леон, который опаздывает из-за событий в Питтсбурге. Чуть подробнее. Леон прибывает как раз вовремя. Электричество в Белом доме пропадает, а резервный источник питания не включается, что наталкивает на мысль, что предатели работают изнутри. Группа разделяется и отправляется на поиски виновного, по пути сталкиваясь с зомби, и в результате уничтожая всю нечисть в Белом доме. А сам этот инцидент был скрыт. Леона неожиданно встречает Клэр, который пытается добиться построек в Пенамстане после войны. А также показывает Леону рисунок мальчика, который был там, и на нем изображены люди, которые поедали друг друга. Тем временем, анализировать взлом окончили, и выяснилось, что кто-то пытался получить секретные документы, касающихся исследовательской биологической лаборатории Китая, за которой следили. С Китаем у США были неплохие отношения, однако все равно решает отправить группу в лице Леона, Джейсона и Шен Мэй на подводной лодке. Там у Леона и Джейсона происходит диалог. Джейсона, кстати, называют героем Пенамстана. Сам он состоял в отряде бешеных псов и смог вернуться оттуда живым, столкнувшись с зомби. Хоть они и пережили что-то общее, но взгляды у них все равно были разные. Джейсон считает, что бомбежка Ракун-Сити была мудрым решением, в то время как Леон, понимая, что там все еще находились живые люди, был против этого. Однако лодку начинает качать, а весь персонал кто-то убивает. Леон, разделившись, обнаруживает мутировавших крыс, но ему удается спастись от них. Как сразу же он слышит сигналы самоуничтожения подлодки. Шен Мэй наставляет ствол на Леона, но Джейсон приказывает убрать оружие, и герой успевает свалить до взрыва. Далее они направляются в безопасный дом, который был предназначен для их миссии. Леон замечает кровь на ноже Шен Мэй и догадывается, что они преследуют какие-то свои цели, а экипаж подлодки убили именно они. В ходе напряженного диалога Джейсон рассказывает, что хочет предоставить миру доказательства заговора правительства США о Пенамстане. Леон отказывается и успевает первым схватить пистолет и сделать выстрел в Джейсона. Шен Мэй же сбегает. Благо Леону удается выследить ее и начать требовать ответы. Она рассказывает, что в Пенамстане Уилсон не дал ей ответить на запрос бешеных псов на эвакуации, даже когда они нашли еще выживших. Один из тех выживших оказался ее братом, в чем она убедилась по прибытии. Мало того, что он был мертв, так еще же обратился в зомби, так как отдал свой ингибитор, который был предназначен, чтобы сдерживать мутацию. А сами бешеные псы были заражены и постоянно нуждались в очередных дозах, именно поэтому они все и покончили с собой. С тех пор Шен Мэй работает с Джейсоном, пытаясь найти доказательства, чтобы публично разоблачить Уилсона в заговоре с целью использования биологического оружия в Пенамстане. У всех прототипов биосолдат, созданных Уилсоном, в тела были имплантированы чипы. Они фиксировали жизненные показатели и данные с поля боя. На нем хранились все данные касательно ее брата, включая кто его создал, а также приказал сжечь все в Пенамстане. Внезапно особняк взрывает с помощью бомбы. Леон выяснил, где находится Джейсон, и вместе с Шен Мэй отправился за ним. По дороге он успел через свои связи довести до президента правду, и чтобы он не толкал речь, провоцируя Китай на войну. Они попадают в исследовательский комплекс, расположенный под военно-воздушной базой, где уже находится зараженный Уилсон и мутировавший Джейсон, который хочет вывести на свет в таком виде и показать людям правду об БО с собой. Вдобавок еще и убивает Шен Мэй. Лаборатория определяет наличие БО и начинает уничтожать капсулы с солдатами в кислоте. Леон успевает спасти Клэр, которая также оказалась здесь, вынюхивая правду. В итоге Джейсон все-таки встретил конец именно здесь. После Клэр просил Леона передать ему тот самый чип с данными, но Леон не хотел портить репутацию США, да и сеять ужас среди людей, о котором так часто говорил Джейсон, и решает не делать этого, чем Клэр весьма опечалена. Прошло время,
и Аден Бенфорд стал президентом. Леон сыграл большую роль в образовании ООБ. Он лично посоветовал президенту о создании данной организации, так как биотерроризм продолжал расти. Агенты находились непосредственно под руководством президента, и по-другому данную организацию называли «Меч президента», а поддержку оказывал ППО. А сам Леон стал ее первым членом-основателем. Также была, повторюсь, создана ППО – поддержка полевых операций. Это организация, действующая на высшем уровне под эгидой правительства США. Ее изначальное предназначение было обеспечение поддержки агентов различных разведывательных служб США, действующих по всему миру. Но когда основной угрозой Соединенных Штатов стал биотерроризм, ППО переключилась на координацию и поддержку всех операций, направленных на предотвращение терактов и уничтожение террористов. Ее оперативным координатором является Ингрид Ханниган, а ведущим полевым агентом – Леон Кеннеди. В настоящее время ППО занимается оказанием поддержки отдела операций по обеспечению безопасности и их миссиям. Кстати, Леон познакомился с Крисом Редфилдом благодаря Клэр. Несмотря на то, что они работают в разных организациях и общение между этими агентствами строго ограничено, при встрече они нашли у себя много общего, включая стремление избавиться от биотеррора. И со стороны выглядели как друзья, которые не виделись лет 10. И некоторые считали, что эта встреча была важным шагом в преодолении барьера между правительством США и BSAA. В феврале 2011 года в Восточнославянской республике продолжалась гражданская война. До США дошла информация, что повстанцы используют БО, и Леон был отозван с отпуска и отправлен в страну. Однако по его прибытии США дало указ войскам вместе со всеми людьми, которые имели американское гражданство, покинуть страну. Но Леон проигнорировал приказ и занялся дальнейшим расследованием. Он прибыл к месту встречи с одним из агентов ЦРУ, именуемым как Страшила, так как он должен был владеть информацией о биотеррористах. Но тот уже был в предсмертном состоянии и смог только произнести слово «пчеловод». После Леон был атакован ликером, и в результате боя произошел взрыв, и наш герой потерял сознание, успев увидеть человека, которого даже слушались ликеры. Он пришел в себя связанным на стуле, без какого-либо вооружения, а рядом болтались несколько людей, которые были явно настроены не совсем дружелюбно. Они пытались произвести допрос, который пошел не совсем по плану, так как внутрь ворвались солдаты. Также Леон заметил того самого человека, которого он видел перед тем, как потерял сознание, и симптомы, которые он лицезрел, были ему знакомы. Старейшина начинает атаковать солдат, и в суматохе Леону удается скрыться. И позже лицезреть, как этого же атамана по его просьбе убивают те же люди, которые держали его в плену, а также разбили его телефон для связи. Александр удаляется, а Леон позже по ситуации становится с Джей Ди временными партнерами, и им удается спастись от БО. Выбравшись на поверхность, Леон становится свидетелем того, как именно происходит внедрение данного паразита. И позже они отправляются в церковь, где Леон просвещает Джей Ди о прелестях плаги, и после у них состоится диалог с Александром, который отправится за образцом доминантной плаги, чтобы контролировать БО для более эффективного противостояния в войне. Джей Ди просит остановить его, рассказав о прошлом Александра, а также говорит, что просто не хочет видеть, как тот превратится в монстра. Но Леон не успевает и по прибытии на место обнаруживает кейс пустым. Однако неожиданно для себя Леон встречает Аду Вонг. Он подозревал, что она виновна в выпуске плаги, на что она просто отмахнулась. И коротко пофлиртовав, удалилась, сказав, что город скоро будет очищен и Леону лучше убираться отсюда. Леон возвращается в церковь, где видит последствия боя Джей Ди и БО. Однако сам он оказывается заражен, и Леон по прибытии Александра убивает его. И следом просит отдать паразита ему, на что Санек отказывается, в то время как правительство начинает бомбить церковь. Леон добирается до Белого дома и через своеобразный проход попадает в помещение, явно не для посторонних глаз, где собственно и создавались паразиты, а также снова встречает Аду. Но беседа длилась недолго, так как в помещение ворвалась Светлана Белякова с солдатами. Леон, пытаясь выжить, берет ее в плен, думая, что она и есть пчеловод. На что она представляется президентом и завязывается бой, от которого Леон был в шоке, ведь не ожидал такого сопротивления, казалось бы, от простой женщины. В бой залетает Саня и, контролируя ликеров, разваливает солдат Светки, а та, в свою очередь, выпускает очередных тиранов. Помещение, идентифицировав БО, готовится к сжиганию. Начинаются догонялки и прятки от тиранов. Леон объединяется с Саней, руководствуясь пословицей «враг моего врага мой друг», а также для того, что только Александр может рассказать о том, что здесь произошло, поэтому он нужен живым. Но от паразита, сидящего внутри, ему становится только хуже. Благодаря Аде герой выбирается на поверхность, где снова сталкивается с тираном, и согласованными действиями они взрывают его, но тем самым создают себе еще больше проблем, так как у недруга лишь был уничтожен ограничитель. Однако и его все же уничтожает, хоть и далеко не без проблем. Но расслабляться не получается, так как до героев добираются еще тираны.
Леон не бросает Санька, хотя тот не понимает, почему бы ему не спастись самому. И даже оказавшись в безвыходном положении, абсолютно без какого-либо вооружения, Леон не был готов сдаваться. Или, по крайней мере, решил принять смерть достойно. Однако помощь пришла с воздуха, и Леон сделал вывод, что правительство США все время наблюдало за ним. Саня просит убить себя, после пытается застрелиться же сам. Но Леон отбирает пистолет, говоря, что на его месте хотел бы то же самого. Но он должен жить, ради тех, кто погиб рядом. И стреляет ему в спинной мозг, разрывая связь с Плагой. Позже Леон узнает, что Светлана Белякова подала в отставку. В 2012 году Адам пересмотрел политику инцидента в Ракун-Сити и чувствовал, что правительство несет за это ответственность. Даже финансировали создание БО, да впрочем и не только город Ракун. Он решил поведать эту правду на широкую публику, в чем его поддержал Леон. Бенфорд планировал произнести речь в университете Тоу-Оукс, однако поступила информация от Хелены Харпер, что в здание проникли террористы, и многие агенты покинули свои посты. Позже от нее же поступило сообщение, что все это фигня и никаких террористов нет. Но и из-за ее психологического профиля ей уже никто не поверил. Леон все-таки вернулся, и помимо незнакомой ему на лицо девушки, был и сам президент, но уже обращенный в зомби. И Леону ничего не оставалось, как нехотя сделать выстрел. Меч президента. В связи с данными событиями звучит иронично, как в будущем будет отмечать Леон. На связь выходит Ханниган и требует внести ясность в происходящее, а также сама проясняя, что девушку и будущую спутницу зовут Хелена Харпер. Она также агент правительства США. Леон докладывает о смерти президента, и Ханниган рекомендует как можно быстрее выбираться отсюда, так как заражение продолжает распространяться. Но Хелена берет инициативу в свои руки и говорит, что просто так это сделать они не могут, и нужно выяснить, кто за этим стоит. Говоря, что у Леона есть зацепка и нужно добраться до собора. На что он удивился, но перед Ингрид подтвердил слова Харпер. Сама же Хелена ничего толком не говорит, а лишь просит, чтобы Леон прошел с ней к тому самому собору, и там он все увидит сам. Также она, опять не вникая в подробности, дает понять, что она как-то вовлечена во все это, что произошло вокруг. Вдобавок, герои узнают, что люди обратились из-за газа или же некого тумана, но кто его распространил, остается неясным. Выбравшись из кампуса и пробираясь через город, герои объединяются с другими выжившими, которые на автобусе должны были добраться как раз таки до собора, ибо он является точкой эвакуации. Но попадает в аварию недалеко от него, и все, кроме Леона и Хелены, погибают. В самом соборе, помимо еще выживших, герои встречают некое существо, которое как раз и распространяет данный газ, и вдохнувший его практически моментально становится зомби. Но благо его уничтожает и продвигается дальше в лабораторию, которая находится под самим собором. Хелена, по-прежнему ничего толком не объясняя, начинает метаться из стороны в сторону и выкрикивать чье-то имя. Через время они обнаруживают девушку, которая лежала без сознания. При дальнейшем рассмотрении ей оказалась сестра Хелены, Дебора, которая также оказалась заражена. На помощь приходит Ада, и вместе героям удается усмирить Дебру. Также во время скитания они обнаружили некие эксперименты, следы которых были видны в неизвестных коконах, внутри которых явно были люди, а также видеокассету, на которой было запечатлено рождение человека из того самого кокона, и на удивление Леона, это была Ада Вонг. Так он тогда думал. В этой лаборатории происходила разработка нового вируса под названием Си. Но в подробности его создания и влияния я рассказывать не буду, так как на канале есть отдельный ролик про него. После усмирения Дебры, Хелена признается в том, что Симон заставил ее сотрудничать, похитив ее сестру, и, естественно, угрожая этим. Она была назначена охранять президента и сообщила остальной охране, что в здание проникли террористы, и большая часть другой охраны разбежалась по всей территории. И этого хватило, чтобы Симон смог нанести удар. Но однако Хелена все равно попыталась потом предупредить всех о своей ложной выходке и рассказать правду про Симмонса. Но ей не поверили, опять-таки повторюсь, зная о ее психологических проблемах в прошлом. Сам же Симмонс был помощником президента, а теперь нынешний глава семьи. Семья – это тайное общество, которое уже много веков манипулирует политикой западного мира. Эта организация пойдет на что угодно, чтобы сохранить стабильность и существенный мировой порядок. Симмонс был крайне недоволен тем, что президент собрался обнародовать правду о Ракун-Сити и опасался того, что может последовать за этим. Решение об уничтожении города Ракуна принимал, кстати, именно Симмонс. Ракун-Сити был его площадкой для его будущих планов. Дерек считал, что в будущем мир откажется от традиционного оружия и перейдет на биологическое. Произошедшее в Ракун-Сити убедило его в эффективности такого оружия, но ему нужна была гарантия того, что никто и никогда не узнает правду об Амбрелле и ее программы по разработке БО.
Стремясь поскорее разобраться с этим, он смог убедить наиболее радикальных членов администрации президента, что Ракун-Сити должен быть уничтожен ради безопасности нации. Ада, кстати, тоже знакома с Симмонсом, но ее история также отдельно лежит на канале. Вскоре герой связывается с Ханнинген, и не успевает они предупредить ее о Симмонсе, как тот оказывается рядом с ней, и обвиняет героев во всем, а также предлагает сдаться. Герой выбирается далеко не из одной передряги и становится свидетелями того, как Симмонс снова заметает следы и уничтожает зараженную местность, а сам же он отправляется в Китай. По словам Ханнинген, становится понятно, что это не единичный случай применения Си-вируса. Герой отправляется следом, при этом просит Ханнинген, чтобы она инсценировала их смерть. Однако Симмонс знал, что Леон и Хелена остались живы, поэтому отправил им в подарок в качестве липотицию, которая заразила весь экипаж, и сам самолет приземлился не так мягко, как хотелось бы. После посадки Леон встречает Шерри Биркин, а также незнакомого ему спутника Джейка Мюллера. Шерри, как оказалось, находится на задании, как она сказала, но Леон был не удивлен, так как он уже знал, что Шерри стала агентом США. Во время диалога Леон узнает, что Симмонс как раз таки начальник Шерри и хочет узнать его месторасположение. Но беседу прерывает существо, именуемое Устана, которого Леон видит впервые. Но вот Шерри и Джейку он, походу, уже успел понадоесть. И в этот раз, но уже в 4 ствола, им удается вывести его из строя. Шерри все-таки верит Леону больше, чем своему начальнику, ибо для нее он герой, и сливает их место встречи. По пути снова попадается якобы Ада, которая не то что не идет на диалог, так еще и пытается поднасрать. При этом явно видно, что ее преследует кто-то еще, и опять-таки явно не для мирной беседы. И этим кто-то оказывается Крис Редфилд, который быстрее добирается до Ады. Леон не дает ее прикончить и ввязывается в бой. Крис обвиняет ее в смерти своего отряда, а также в том, что происходит вообще вокруг. Но Леон, несмотря на все это, все равно не хочет давать ее в обиду. Ада пользуется этим моментом и сбегает. Леон же дает Крису напутствующие слова, надеясь, что он сделает правильный выбор, а после они идут к месту встречи, где Симмонс даже при Шерри не сильно пытается отнекиваться, а та в свою очередь передает Леону флешку с информацией о том, что может остановить вирус Си, которым, кстати, и успели заразить Симмонса, и тот сваливается на поезд. Герой прыгает за ним следом и устраивает бой, который хоть опять-таки не без проблем, но выигрывает. Однако в воздухе замечает ракету с тем самым газом, который бьет по городу, и многие жители начинают обращаться в зомби. Леон связывается с Крисом и сообщает ему о том, что он узнал из флешки, которую ему передала Шерри, а именно, что Джейк является сыном Альберта Вескера и что в его крови содержатся антитела. Крис и Пирс отправляются на выручку, а наши герои просто пытаются выжить. По пути они ни раз и ни два будут сражаться с Симмонсом, который будет мутировать во все более и более ужасное насекомоподобное существо. И помогать в сражении будет никто иная, как живая Ада Вонг. Тут до Леона и дошло, что та, за которой гонялся Крис, была вовсе не настоящая, а, так скажем, копия, которая как раз таки родилась из того кокона. Впоследствии Леон и Хелена улетели на оставленном в вертолете Ады, а также использованные улики, которые опять-таки оставила Ада против Симмонса, в итоге героев и оправдали. В 2014 году Леон в Вашингтоне вместе со своим отделением вышли на след сенатора, которого звали Стивен Эйр. Он, возможно, был связан с семьей и замешан вместе с Симмонсом в предательстве президента. Не только они вдвоем, а много кто из политиков. Стивен же продавал информацию биотеррористам. Группа должна была захватить его живьем, но если бы началось сопротивление, то готовы были бы и устранить его. Группа состояла из 15 человек и 2 стелс-дронов. Он возвращался домой на машине, и как только группа приблизилась к нему, автомобиль внезапно взорвался. Группа Леона также большая часть сидела в машинах, которые загорелись, и находящиеся в них люди сгорели заживо. Леон сразу же понял, что произошла утечка плана захвата. Более того, он даже выяснил, кто сделал это, а именно его знакомый Патрисио, который когда-то был членом культа Лос Иллюминадос, но без внедрения паразита. Это было очередное событие, которое подкосило Леона, в совокупе с теми людьми, которых он когда-то не смог спасти, а также тот факт, что ему пришлось лично убить президента, пускай он уже и был обращен. Он ушел в себя, начал много пить и сомневаться в том, а правильно ли он вообще живет, и есть ли смысл бороться дальше, ведь всегда все повторяется снова. Не такой он хотел видеть свою жизнь. После он отправился в отпуск и продолжил искать свои ответы на дне стакана, ведь годы горячей молодости были потрачены на бесконечные сражения. Но однажды в один из дней его отпуска к нему явились Крис и Ребекка. Они хотели получить информацию от Леона касательно плаги, а также Крис рассказал про некого Глена Ариеса, который в свое время получил влияние на черном рынке БО, а после решил начать свой бизнес. Однако ЦРУ стало известно об этом, и прямо в день свадьбы на него кинули бомбу.
Однако сам он и выжил, а зато остальные все погибли, кроме его друга Диего и его дочери Марии. Первый получил серьезные травмы, и его еле удалось спасти. При помощи операции даже пришлось использовать вирус, в результате чего тот и мутировал. Сам Ариес создал вирус А. Ключевым моментом являлось то, что зараженные во время боя прекрасно могли определить, где свои, а где чужие. Но благо, Ребекка уже смогла создать вакцину от него, которая на данный момент, конечно, лишь прототип. Крис просит помощи у Леона в его устранении, но Леон абсолютно не хочет принимать в этом участие. Мозги вправляет Ребекка и оставляет пищу для размышления. Между Леоном и Крисом произошел диалог, где Крис отчасти смог достучаться до Леона. Практически сразу в бар забегает знакомый Леона, который как раз таки является тем самым предателем, из-за которого погиб практически весь отряд вышеупомянутый. Он просит помощи у Леона спасти его семью, так как Ариесу заплатили оставшиеся члены культа Лос Иллюминадос, чтобы тот устроил массовую биотеррористическую атаку. В этот момент бар начинает обстреливать Диего. Знакомого Леона убивают, а Ребекку похищают для того, чтобы Ари смог повторить процесс свадьбы, но уже с Ребеккой, которая, как выясняется, очень похожа на его жену. Телефон, который оставил бывший предатель, начинает звонить. И подняв трубку, Леон слышит голос семьи погибшего отца, который нуждается в нем и не может оставаться в стороне. По ноутбуку Ребекки герой собирает все зацепки в одно целое и выдвигается на выручку в Нью-Йорке, где Ари спланировал распылить по городу триггер А вируса. Разобрав транспорт, герои начали уничтожение цистерн. Леону, правда, пришлось отвлечь на себя собак, чтобы Крис мог продолжить выполнение задания, но он и не с таким справлялся, а после поспешил к Крису и успел как раз в самый разгар боя с зомби. Леон остался разбираться с ними, а Крис двинулся спасать Ребекку, так как та уже была заражена, более модифицированным вирусом А. После и сам Леон включился в бой и спас Криса от уже мутировавшего Ариса, который объединился с Диего. Пока Леон танцевал с Гленном, Редфилд успешно нашел и применил вакцину, а после совместными усилиями уничтожили Ариеса, чем дико осталась недовольна Мария и начала питать ненависть к Леону и жаждать мести, так как он в последний момент вмешался в данную ситуацию, что привело к смерти ее отца. А также в определенный момент вывел ее из строя, кинув пару гранат, в результате чего она потеряла сознание и не смогла помочь опять-таки своему отцу. В 2015 году Леон получает задание найти и заключить под стражу ведущего инженера робототехники Антонио Тейлора, который работал над сверхсекретными исследованиями США и продавал эту информацию опять-таки за пределами США, соответственно, был обвинен в государственной измене. Однако того похитила некая группа, и последний раз он был замечен в Сан-Франциско, Калифорния. Леон настигает этот фургон, но захватить его не получается, так как Леону мешает его старая знакомая Мария. Но это не останавливает Леона. Он узнает, что его держат в тюрьме Алькатрас. Именно туда он и направляется, и с помощью Ханниган проникает внутрь и чудом спасается от зараженного льва, одновременно с этим понимая, что он не совсем экипирован для подобных сражений. Через некоторое время он сталкивается с Джилл Валентайн, и поначалу, приняв ее за противника, на реакции вступает в бой. Не успевает герой толком пообщаться, как подвергается атаке ликеров, но благо Леону и Джилл удается спастись. Джилл, а также другие члены в лице Клэр и Криса прибыли сюда с целью расследования загадочных убийств, связанных с улучшенным штаммом вируса Т, в результате применения которого люди превращались в зомби без характерных на то признаков. Однако ей пришлось отделиться. Продвигаясь дальше, Леон чувствует сквозняк и тем самым находит тайный проход, который ведет в оружейную. Исследуя оружейный склад, Леон и Джилл обнаруживают чертежи дронов-москитов, которые, собственно, и заражают людей. Виновник недолго остается в стороне и объявляет героям, что Крис и Клэр уже заражены и находятся за решеткой. Леона также заражает, и вдобавок он лицом к лицу встречается с Марией, которая жаждет его смерти. Виновником оказывается Дилан Блейк. Дилан раскрывает свою цель – наказание корпораций, организаций и агентств, которые извлекают выгоду из биотерроризма, включая отдел обеспечения безопасности, BSAA и TerraSafe, которые не разрабатывают реальных решений для прекращения биотеррора. Однако он намеренно не заражает Джилл, так как в свое время ему пришлось нехотя убить своего друга, и он хочет, чтобы Джилл испытала что-то подобное. Но Леон дает ей шанс сбежать, найдя в себе силу кинуть световую гранату. После того, как пухиши оставили наших на остров, прибывает Ребекка с готовой вакциной, и благо она работает как надо. В одной клетке с Клэр, кстати, оказывается тот самый Тейлор, но он умирает.
Однако и переосмыслив свою жизнь, передает Клэр запасной ключ доступа в систему, чтобы герои смогли остановить вылет дронов. Леон решительно раньше всех выдвигается для того, чтобы остановить вылет дронов, но встречается с Марией, которая только и рада прикончить его своими руками, тем самым отомстив за своего отца. Но, как нетрудно догадаться, ей это не удается. Добравшись до Джилл, герои видят, как Дион уже применил на себя вирус и объединился с Аку, именуемый Мегалодон, и мутировал. Ничего не остается, как дать ему бой. И совместными силами им удается его одолеть, а также остановить вылет дронов, перепрограммировав их. Однако также не до конца вышло еще и печатное издание данного мульта, где, возможно, можно будет узнать что-то еще интересное о героях. Но на этом каноничная история Леона заканчивается. Но не первый раз говорю, что не одним каноном едино. Леон появляется в игре Resident Evil Gaiden, которая не является каноном, хотя таковой могла быть. Леон и некоторые другие персонажи после событий в Ракун-Сити должны были присоединиться к Анти-Амбрелле. Леона отправили исследовать Уайнер на предмет БО, но он попал в передрягу и потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил рядом с собой Белли Бёртона, который специально был отправлен по той причине, что Леон перестал выходить на связь. Они встречают девочку Люсию, которая по какой-то причине чувствует, когда рядом находится новый ветеран, у которого, кстати, зеленая кровь. Белли, не вступая в сговор с Леоном, разыгрывает ситуацию, дабы специально попасть на подводную лодку вместе с Люсией, выдавая себя за ее похитителя. А Леон же остается на корабле, который в скором времени собирается взорваться. Белли и Люсия возвращаются и обнаруживают копию Люсии, которую превратился тиран. Но Люсия быстро смекнула, что к чему, и порезала руку ножом, дабы все увидели, что у нее красная кровь. После герои побеждают БО, а паразит, сидевший внутри девушки, кстати, ранее был успешно удален. Вот только на лодку с героями обратно проник тиран. А что с настоящим Леоном, неизвестно. Леон фигурирует в неконечной игре Операция Ракун-Сити, которая происходит со слов «А что если?», и в ней может быть как убит волчьей стаей, так и спасен спецназом. Не так давно также начали выходить ремейки, в которых засветился и наш герой. А именно 2 и 4 часть. Я бы хотел тронуть тему ремейка, включая 1 и 3, но это тема для отдельного ролика. Пока что все, что нужно знать, что эра со 2 по 4 части каноном не является, хотя и некоторые моменты в основную вселенную все-таки загремели. Но Леону было тесно только в рамках игр, и он также светится еще и в 2 фильмах. Леон появляется в фильме «Обитель зла. Возмездие». Роль сыграл Йохан Урб. Леон является лидером группы, отправленной Вескером для того, чтобы они встретились с Адой Вонг, которая уже отыскала Элис, и помочь вывести ее живой из главного комплекса Амбреллы, а также взорвать его независимо от успеха операции. Для чего они заложили бомбы, и на все про все у них было 2 часа. Группа состоит помимо Леона еще из 4 человек. Его друга Белли Бёртона, друга Элис Лютера, а также неких Сергея и Тони. Вся команда, помимо Леона, забегая вперед, откиснет. Однако план пошел не совсем по плану. Их спалила Красная Королева, которая и заправляла тут всем, и была крайне против того, чтобы Элис покинула объект. На них напали БО разной степени опасности, и не успели наши герои вовремя к точке рандеву из-за этого. В итоге Элис нашла их сама, но без Ады, так как та подверглась нападению Джилл Валентайн под контролем Паука-инъектора, а также ее отряда. Стоит отметить, что Леон явно был знаком с Адой до этой ситуации и прекрасно знал, что она не может так просто погибнуть, ведь у нее всегда есть запасной план. Герой все-таки добирается до нужного инлифта, но питание отключает. Отряд Леона попадает в передрягу, а Элис же позже кидается вдогонку за огромным ликером, так как тот спер проекцию маленькой девочки, у которой у Элис появились материнские инстинкты. Хоть и Леон был против ее похода. Все заканчивается успешно, и герои выбираются на поверхность и снова встречаются с противниками, и по всем фронтам проигрывают. Но Элис все равно тащит катку, и оставшийся герой спасается. Сам же Леон, возможно, погиб при осаде Белого дома из-за предательства Вескера. Похождение Леона в фильмах на этом не кончилось. В фильме 2021 года «Добро пожаловать в Ракун-Сити», его там сыграл, кстати, Эван Джогиа, Леон тоже там засветился. Он познакомился с серией с 4 части и дико волновался, когда получил роль Леона в фильме. Но так или иначе он был этому очень рад, ведь Леон для него самый любимый персонаж. И играя его, он понимал, что его изображает немного не так. Но в любом случае сложного для отыгрыша не было ничего. История Леона начинается с тяжелого подъема по будильнику, но так или иначе, Сон все равно решил забрать свое в одной из закусочных, где над ним стебутся его боевые товарищи за то, что он подстрелил в учебке в задницу другого ученика.
И именно поэтому Билл переведен в город Ракун-Сити, дабы замять дело под влиянием его отца, которая большая шишка. В участке он заступает на дежурство, и если не упоминать тот момент, что Айронс его отослал к херам, когда он прибыл на инструктаж, который его, как оказалось, не касается, Леон снова уснул на посту в наушниках и не услышал, как рядом взорвался бензовоз. Зато он услышал выстрел шефа, который спас Леона от зомби, убив его. Сам шеф велел Леону закрыть дверь, так как может быть еще больше этих самых зомбаков, и решил свалить. Но пройдет не так много времени, как он вернется, и Леон застанет его в компании Клэр Редфилд, которая отлично умеет обращаться с оружием, чего не скажешь о Леоне в данном фильме. Выбраться по земле не представляется возможным, поэтому герои хотят сделать это на вертолете. Герой слышит чей-то голос, и Леон спускается проверить. За решеткой обнаруживается Бен Бертаучи, который рассказывает вкратце о Тейдже и вирусе, а также намекает, что защитники правопорядка не заражены не просто так, и скорее всего им ввели что-то, чтобы они не заражались, ведь вирус был распространен через воду, и очень многие жители именно так и заразились. Бена убивает зомби, и к несчастью он оказывается знакомым Клэр. Герои ходят через приют, где им помогает пройти старая знакомая Клэр, Лиза Тревор. После же они прыгают в поезд, и Леон уничтожает крайнюю форму Биркина. Также Леон появляется в неканоничных книгах Стефани Перри, в которых также особо выделить нечего, и, к примеру, за основу Леона в Ракун-Сити был взят первый сценарий. В оригинале второй части Леон озвучивает Пол Хадад. Как говорил о нем Элисон Корт, он веселый и забавный. Вместе они, конечно, не записывались, но иногда в жизни встречались в других местах, а также в других проектах. Сам он делился некой информацией, как попал на роль Леона. Ему дали зачитать некий отрывок с фразами Леньки, он сделал это специально разными голосами, чтобы его голос звучал то старше, то моложе. Как он сам отмечает во время прослушивания, мало информации о том, где находится главный герой и что вообще происходит вокруг в той или иной сцене. И через несколько недель до него довели, что его взяли на роль некого Леона. Запись голоса в студии заняла 2 дня. За исключением озвучивания, в создании персонажа принимал участие весь коллектив. У каждого были идеи касательно того, каким должен получиться герой. Он озвучивал Леона с самого начала, включая RE 1.5. А также не был бы против Леона сыграть и в будущих проектах, так как сам считал, что он не настолько старый для этого. На момент этого интервью, конечно, сам он в RE 2 не играл, а максимум наблюдал со стороны, да и не сказать, что он в принципе являлся геймером. Он с детства любил и мог разговаривать разными голосами, и подумать не мог, что когда-нибудь вообще будет на этом зарабатывать. Но, к сожалению, не так давно Пол Хадад ушел из жизни. В оригинале 4-го Резидента, Degeneration, а также Хроники Темной Стороны Леона озвучил Пол Мерсье. В Operation Raccoon City Кристиан Уэнс. Его даже просили повторить озвучку снова в 6-й части, но он отказался из-за занятости в другом проекте. В 6-й части Damnation, Revelations 2, Vendetta и Остров Смерти Мэтью Мерсер. Он играл в Редик еще со старших классов и попал на прослушивание через агентство прямо на своего любимого персонажа. Он начал изучать по новой предыдущие проекты, чтобы не испортить этого персонажа, а также привнести свое, что-то новое. Он прекрасно понимал, что персонаж был уже давно готов, и многие привыкли к нему, и за одну ошибку в интернете его бы уничтожили. Но благо он справился, или он стал ему еще ближе, так как во многих аспектах он ассоциировал его с собой. В ремейке 2 и 4 части, а также сериала «Бесконечная тьма» его озвучил Николас Апостолидес. Правильно произнес, надеюсь. Во время выхода оригинальной части 2-го реза выходили промо-ролики с живыми актерами. Леона там сыграл популярный на тот момент Брэд Ренфро, который был арестован в год выхода игры за хранение наркотиков. И в будущем имел очень много проблем, связанных с этой темой. И в 2008 году он скончался от передозировки героина. Моделью для оригинала 4-й части был Кристиан Дуэр. В операции Raccoon City, Хроники Темной Стороны, Degeneration, Damnation образ был взят с Джеймисин Мэтьюс. В 6-й части Барт Вайтила. В ремейке 2 и 4 части образ был взят с Эдуарда Бадаута, который не факт, что будет дальше вообще светить лицом для Леона. Захват движения в оригинале 4 части был взят с Терауки Агава. В Degeneration Р.С. Орманд. В 6-й части и Вендетте Джейсон Фаунд. В RE Damnation Кевин Дорман. Леон Кеннеди. Человек, который не понаслышке знаком и знает, что такое биотерроризм. Человек, который всю жизнь посвятил себя борьбе и нашел в себе силы продолжить этот бой, даже когда уже сил, казалось бы, нет.
А ведь когда-то он хотел просто быть полицейским и защищать граждан. Несомненно, один из самых узнаваемых персонажей как во франшизе, так и в целом в видеоиграх. Как вы думаете, как могла бы сложиться жизнь Леона, не столкнись он со всеми этими событиями? Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забываем оставить реакцию в виде лайка или диза, а также маякнуть в комментариях, чью историю хотели бы вы услышать дальше. Увидимся!